Всем привет, с вами Кнект, и это уже третья часть гайда по созданию фан-игры про Соника в Cosmic Framework Reboot на конструкторе игр Construct 2. Почему видео не было так долго на этом канале? Потому что я сломал руку. И она была в гипсе, и у меня просто не было возможности нормально снимать гайды и вообще какие-либо другие видео. Поэтому и на основном, и на этом канале видосов не было где-то в течение месяца-двух месяцев. Так, в этой части я вам хочу показать, как сделать переход между уровнями. Так как из-за того, что мы дублируем layout, они привязаны к одному event sheet, то есть листу событий. И из-за этого сделать так, чтобы, как сказать, именно в определенном лейауте был определенный event sheet, я не знаю, как сделать это, то поэтому мы сделаем немного по-другому. Для этого давайте я сейчас дубликейт сделаю, получается, нашего лейаута, пусть он будет layout 1. Так, выберем его. Давайте только здесь, получается, уровень немного назовем, чтобы было видно. Так, вроде вот в title card. Давайте его просто оставим, уберем engine и оставим только космик, все. Окей. Все. Теперь давайте мы немного уровень уменьшим. Если что, кстати, вот если вы будете работать с тайлмапом, во-первых, я его не доделал, потому что тут добавились еще новые объекты. А во-вторых, если вы будете застраивать с тайлмапом, так, где-то Solid Object, то вы теперь спокойно можете ставить Invisible, потому что это уже версия 1.3, ну и в 1.2 это тоже было уже исправлено, потому что версия 1.1 была в одном листе событий, группа событий, связанных с оптимизацией. И там как бы сначала все объекты становились невидимыми, потом видимыми. И чтобы объекты нормально становились невидимыми, из-за этого надо было отрубать ту группу. Но сейчас этого нет, поэтому можете спокойно ставить тут Invisible и все. И их не будет видно за тайлмапом. Окей, давайте я вот просто приближу здесь. Так, окей. Если что, чтобы уровень закончился, табличка должна находиться дальше от стены, чтобы Соник мог выйти за кадр. Если Соник не выйдет за кадр, то получается, как сказать, игра, ну, уровень не закончится, он будет просто бежать. Поэтому надо обязательно так. Я хочу тут табличку где-то найти. Так, вот GoPost. Вот. Перетащу ее в, получается, layout image game. Так, item. Почему items? Items же вроде бы. Ну-ка, здесь тоже так же. Не знаю, почему items, но вообще, по идее, items должен быть. Ну ладно. Получается, перетаскиваем сюда табличку. Думаю, этого расстояния будет хватать. И давайте сюда тоже, типа, сделаем. Давайте мы тут его немного модифицируем. Допустим, уберем вот в Solid Tiles, уберем вот это. Уберем вот это. И Соника переместим сюда. Ну и конец уровня сделаем также. Получается, Ctrl-C, Ctrl-V. Думаю, я приближать не буду сейчас. Когда будем табличку вставлять, тогда и приближу. Так, выбираем Items Gimmicks. Ой, не закрываем, а выбираем. Так, приближаем. Так, стоите. Так, надо кликать на Layout, чтобы приближать, окей. Так, если что, я сейчас не по сетке все делаю, потому что я сейчас быстро все объясняю. Тут вообще на самом деле ничего сложного нет. Все. Теперь нам надо, получается, добавить сюда новый layout. И, ну, и в первый, и второй, получается, уровень. Layout это будет называться не так. Можем его хоть где поставить. Наверное, его сзади плеера поставлю. Назовем его, так получается, L3. Чтобы удобно было в будущем, типа. Хотя можно его хоть как назвать. И получается, здесь тоже создаем, получается, также сделаем, чтобы не запутаться. Переновываем L-, ну, вообще, триггерс я бы назвал бы, потому что, как бы, вдруг еще будете какие-нибудь триггеры использовать. Так, для чего мы создали? Теперь, получается, в этот layer, ну, или свой, создаем новый объект. Называем его, типа, получается, level trigger, наверное. Ведь именно он будет отвечать за переход уровня. Можем ему выдать любой цвет, но это вообще без разницы, потому что он все равно будет невидимым. Делаем его invisible.
уменьшаем, получается. Получается, делаем где-то вот так, где Sonic спавнится сам. И добавляем ему переменную level. Так, получается, так как это первый уровень, то мы останавливаем сюда, получается, 1. А вот здесь, получается, теперь сюда еще надо перенести этот триггер. Так, получается, где-то Project, он, наверное, здесь, да, вот здесь. Так, тут, ага, level 3, ну, layout 3, ой, layers triggers выбран. Поэтому перетаскиваем сюда. И здесь level уже делаем 2, так как это уже второй уровень. Теперь нам надо зайти, получается... Так, где-то... Нам надо зайти, получается, в события уровня, как сказать, основного, ну и второго уровня одновременно, потому что они связаны, вроде это Cosmic Engine. И сюда мы добавляем, получается, такое событие. И если, получается, где тут у нас Players... Итак, выбираем Spriters, Player, выбираем. Если он, получается, находится в зоне этого объекта, но я не знаю, как это переводится, но я это так называю, в зоне этого объекта, то, получается, надо еще добавить глобальную переменную level. Все. То, получается, система set value, выбираем здесь level, и будет устанавливаться значение, здесь получается в Object Expression, выбираем здесь получается level. Получается, когда Sonic находится в зоне этого триггера, то переменная level применяет то значение, которое установлено значение именно в этом триггере. Эта команда все делает. Получается, дальше теперь что делаем? Надо теперь перейти в Items Gimmicks. Вроде бы ну, мне удобнее назвать items, потому что items предметы, ну или objects. Ага, я, кажется, понял, получается objects на английском предметы, а items это, наверное, на португальском. Ну окей. Так, ага, вот, получается. Так, где-то теперь GoPost. Где тут у нас вроде бы где-то вот здесь. Ага. Вот здесь, где получается safe layout GoPost равно 0, где тут готов LM, получается мы здесь делаем sub-event. Получается, если system compare variable равно получается 1, так, ну вообще, да, все нормально. Ой, не, я тут забыл поменять переменную. Но это бывает такое. Так, с level, получается, здесь мы делаем go to menu, а здесь мы делаем, получается, go to layout 1. Я его никак не называл, в принципе. Так, извиняюсь, потому что я просто показываю, как сделать простой переход между уровнями. Но теперь, получается, так как в 1.3 были добавлены, или в 1.2 были добавлены чекпоинты, то тут появилась такая штука, как checkpoint position x и y, получается. Если Sonic касается чекпоинта, то, получается, эти значения применяются, значения чекпоинта. Получается, если эти значения установлены на какие-то координаты, то Sonic при перезапуске этого уровня будет спавниться именно в этом месте. И получается, нам теперь кое-что надо сделать. Так, теперь... Так, тут я забыл кое-что сделать. Ну так, здесь готово L меню, поэтому здесь можно ничего не менять. А вот в level 1, потому что он переходит на level 2, надо будет кое-что сделать. Для этого мы переходим на второй уровень, ищем плеера и вот position 344-400. Теперь нам надо, получается, в items gimmicks добавить тут еще события. Получается, system set value. Ищем здесь, получается, checkpoint position x, это 334. Ну вот, я выбрал, тут объект есть, 344. Так, и теперь то же самое с y делаем. Так, y уже выбираем 400. Это мы делаем для того, чтобы Sonic спавнился именно в начале уровня.
и не было багом с чекпоинтом. Если вы будете делать еще больше уровней, то для каждого уровня надо сделать свой спам, так как Соник не будет же везде спамиться на одних и тех же координатах. Наверное, я сделаю вот перед Good to Layout, получается, чтобы не было проблем на всякий случай. Так, теперь давайте проверим переход между уровнями. Так. Запись идет хоть? Так, запись идет. Так, окей. Запустился. Так. Я запустил, получается, Layout 1, и я хотел сначала запустить... Получается, все. Окей, давайте. Так, я... ну, GoPost, проще говоря, я буду, наверное, уже называть, а не табличка, то... Так, все. Из-за того, что Соник не за экраном, мы должны перейти на следующий уровень. Сейчас это проверим. А то мало ли. Это надо обязательно, чтобы Соник мог уйти за экран. Если Соник не сможет уйти за экран, то, как сказать, на следующий уровень вы не перейдете в этом движке, поэтому надо обязательно делать так, чтобы Соник мог зайти за экран. Если вы будете делать фан-игру. Так, все. Теперь мы... Все. Как видите, мы теперь пришли на второй уровень. Но тут он почти особо не изменен. И теперь, получается, если этот уровень закончить, то уже нас должно перекинуть в меню. Так. Да, конечно, из-за того, что я по факту за 14 секунд прошел короткий уровень, то много очков дают, ладно. Так, окей. Все, нас перекидывает в меню. Переход между уровнями я вам показал сделать. Ой, как сделать его просто. Так, теперь давайте я, наверное, еще покажу, как анимировать фон, потому что в прошлой части мы как бы фон добавили, но он, как сказать, такой некрасивый. Для этого давайте я сейчас фон добавлю, где тут бэкграунд, открываю его. Вот это я удалю, наверное. Так, теперь мне надо найти вот здесь где-то. Так, окей. Устанавливаю координаты, получается. 0. 0. Ага, он привязан к центру. А, я понял, я же как спрайт добавил. Надо добавлять как-то бэкграунд. А я думаю, что он не привязывается как надо. Окей, теперь добавляем, получается, этот фон. Все, теперь он привязан, получается, к координатам 0, 0. Так, давайте тут еще настроим параллакс у этого лайаута. Так, тут параллакс 0,0, мы, наверное, сделаем по x 10, а по y 2. И получается, мы делаем размер, получается, фона как размер самого уровня. Так, теперь нам надо добавить, получается, эффекты. Так, не behaviors. Давайте мы еще добавим сначала переменные, получается. Так, core 1. Наверное, добавлю. Окей. Так, core 2. Получается core 3. И core 4. Все. Это надо обязательно, чтобы фон работал нормально. Так, теперь мы должны добавить эффекты. Также 4 эффекта. Получается, мы добавляем replace core. Назовем его, получается, не знаю, можно так, пробую сейчас один. Ага, нельзя, получается, применять название одинаково. Окей, мы назовем его типа water 1 тогда. Опять добавляем replace core. Назовем его water 2. Так как у нас 4 цвета в воде, поэтому нам надо 4 replace core и 4 перемены. Если у вас больше цветов будет, получается, ну типа на фоне, где вот так вода типа стекает, то вам надо делать такое количество переменных и такое количество эффектов. Так, окей, теперь делаем replace color. Так, называем его water 3. И делаем опять replace color. И называем его water 4. Так, теперь давайте мы сделаем так, чтобы уже хотя бы был цвет воды. Для этого
в архиве, где все спрайты, получается, ну, которые я оставлял под второй частью, я оставлю его по третьей части, и есть, получается, такой файл RGB water bg and waterfall. Ну, waterfall это типа водопад. Получается. И тут, получается, какие цвета переходят на какие цвета. И вот так, получается, в Water 1 мы устанавливаем, получается, где в первых RGB мы устанавливаем вот эти значения, а во вторых RGB мы устанавливаем вот эти вот значения. Так, получается, здесь 0 ставим. А здесь ставим, так, 230. Получается, здесь 160. Так, 200, 224. Так, и 224. Все, а теперь получается, если мы приблизим, мы заметим, что один фиолетовый цвет заменился на один цвет воды. И вот так, получается, мы делаем со всеми вот четырьмя вот этими. Получается, для Water 2 вот это, для Water 3 вот это, и для Water 4 вот это. Давайте я это сделаю на паузе, чтобы просто не растягивать видео. Так, я случайно остановил запись, поэтому это по факту уже вторая часть видео, поэтому мне придется смонтировать немного. Так как я поставил на паузу, случайно нажал вместо отключения паузы F8. Ну, по идее, запись сейчас должна пойти. Да, запись идет. Получается, я применил, получается, все цвета. Теперь, получается, давайте для удобства создадим новый event sheet или лист событий. Назовем его ES эффект. Так, ага, я здесь сделаю. Теперь, получается, где Cosmic Engine, мы include event sheet добавляем эффект. Давайте его где-то вот сюда вместе с этими добавим, чтобы не запутаться потом. Также можно и переменную эту сюда перетащить. Все. Теперь, получается, в ES эффект мы делаем, получается, так, получается, каждый, наверное, 0,1 секунду мы, получается, будем добавлять. Так, ну, так как мы на фон добавили, то нам надо tail background, получается, эту. Так, score 1, получается. Итак, мы копируем 4 раза. Здесь выбираем только core 2. Здесь выбираем core 3. Ой, core 3. Так. А здесь выбираем core 4. Окей. Теперь, получается, нам надо кое-что еще сделать. Получается, если... Получается, core 1 больше, получается, 2, то получается, так, во-первых, надо, получается, здесь set value core 1 равно 0. Ой, нулю, короче, говоря, блин, запутался ее просто. Так, получается, мы делаем обязательно больше 2, а не больше 3, хоть и 4 цвета, но мы делаем больше 2, чтобы, получается, последний кадр воды, как бы, он дольше не длился, а все кадры длились одинаково, поэтому надо делать именно больше 2. И, конечно, извините, что я запинаюсь иногда. И получается, мы копируем 4 раза, только здесь уже Core 2 делаем. Так, стоять. Так, здесь делаем Core 3. Здесь делаем Core 4. Так, теперь получается, давайте мы создадим для удобства группы. Получается, где тут add groups? Думаю, из-за того, что... Ага, вот так можно назвать. Давайте скопируем для удобства. Получается, для чего я создавал 4 перемены? Чтобы каждая перемена отвечала за свой цвет. Если сделать все с одной переменой, то оно может неправильно работать. Окей. Теперь, получается, делаем так, если... Compare так, ну не здесь, надо опять зайти в tile background. Compare insta variable core 1 равно 0. Сюда перетаскиваем, то получается set effect параметр. Если вы видели какую-то часть гайда по Cosmic Framework Plus, где я рассказывал, как типа работать с replace core, то получается начинается все с нуля, типа 0, 1, 2, 3, 4, 5. Получается, вот
это 3, это 4, это 5. И нам надо, получается, изменять вот эти вот только значения. Поэтому в параметр индекс мы выбираем 3, изменяем сначала red. И пока что нам просто надо установить значения вот эти, которые мы поставили. Так, получается, скопируем. Только тут мы поменяем уже индекс на 4. И поменяем цвет. Надеюсь, посторонних звуков не слышно с улицы, а то у меня тут звуки просто с улицы. У меня окно открыто, ибо жара такая. Все, теперь получается мы копируем 3 раза. Здесь уже, правда, ставим 1. Здесь ставим 2. Здесь ставим 3. Теперь, получается, нам надо устанавливать значение уже, получается, здесь от water 2, здесь от water 3, здесь от water 4. Получается, давайте я это сделаю все на паузе, чтобы просто видео не растягивать. Так, все, вроде бы теперь я не нажал выключить запись, все. Я установил значение. Получается, если мы сейчас запустим, получается, наш level, то мы заметим, что там один цвет будет уже меняться. Ну да, только тут все цвета меняются из-за того, что, как сказать... Но вообще как бы не все цвета меняются, там просто один цвет просто изменяется, из-за этого, типа, как сказать, контраст происходит. Теперь что мы делаем? Нам надо, получается, давайте мы для удобства сделаем вот так, чтобы... И вот копируем вот так уже группу со всеми этими элементами. Так, с water 1 закрываем, water 3 закрываем, water 4 закрываем. Тут, получается, устанавливаем уже core 2. Так, с core 2. Так, здесь core 2 тоже устанавливаем. И здесь устанавливаем core 2. Так, теперь получается, что мы делаем? Вот это вот, получается, первый надо перенести будет вниз. А вот эти надо будет притаскивать вверх. Только там надо будет вместо water 1 поставить water 2, чтобы не было проблемы. Вот так вот перетаскивать. И получается, везде теперь выбираем water 2. Жалко, что нельзя сразу все выбрать и просто выбрать везде water 2. Если бы так можно было бы сделать, это было бы очень неудобно. В принципе, это недолго, это довольно быстро делается. Но все равно хотелось бы побыстрее. Так, вот так. Все, теперь мы здесь water 2 сделали, теперь закрываем, открываем water 3. Тут только вместо теперь core 1 выбираем core 3. Так, это уже water 3. Так, получается... Теперь нам надо, получается, сделать... Вот это вот перенести сюда. Вот это вот перенести сюда. Это мы перетаскиваем вниз, чтобы потом не запутаться. Получается, теперь вот верхний переносим в core 0. И вот это переносим сюда. Только теперь, получается, вместо water 1 здесь выбираем water 3. И получается, в water 4 мы... Получается... Вот это все будет оно здесь, вот это все здесь. Ну, я думаю, вы примерно поняли. Поэтому давайте я на паузе это сделаю, чтобы просто не растягивать видео. Окей, все, я доделал, получается, тут все, запись идет. Окей, запись идет. Давайте теперь проверим, как работает наш фон. По идее, он должен работать нормально, если я не ошибаюсь. Если я, конечно, все сделал правильно. Ну да, видите, только он какой-то быстрый, если честно. Давайте мы его немного помедленнее сделаем. Получается, вы можете здесь изменять вот время, с которым будет двигаться, получается, вода. Давайте теперь опять запустим. По идее, сейчас вода будет двигаться медленнее. Ну, главное, мы сделали правильно. Теперь надо только время подобрать под себя. Так, получается 200 миллисекунд. Не, слишком медленно. Так, слишком медленно. Тогда давайте, наверное...
15 попробуем. Не. Походу 0.1 это самое оптимальное. Так. Знаете что, как будто тут немного дергается. Или мне кажется. Ну-ка, знаете что, я хочу кое-что проверить. Давайте я сейчас, получается, зайду в диск D. Где-то тут, вот здесь я вроде делал тестовый уровень. Я хочу здесь проверить фон, получается. Он дергается так или нет? Что-то мне подсказывает, что он не должен так дергаться. Если он дергается, значит я походу где-то накосячил. Так. Здесь он быстрее идет. Так, сколько я здесь получается поставил время? Так, где тут у нас... Так. Так, я здесь вроде получается фокус... Здесь сделал все эффекты. Мне интересно, сколько времени тут поставил. А, я поставил 0.75. Ну окей, давайте я попробую здесь тоже 0.75 поставить. Да вот. Так, окей, получается 0. Значит, я походу все правильно сделал, просто тут надо со временем разобраться. Так, теперь как? Не, ну в принципе нормально. Так, с антивирус иди. Не, ну в принципе нормально. Только он как будто немного дергается, либо мне кажется. Ну я вроде все сделал правильно. Так. Ну окей, получается, все, я показал, как фон сделать. Если вам понравилась третья часть, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Следующее видео на этом канале, скорее всего, выйдет обзор на версии 1.2, 1.3 Cosmic Carnival World Reboot, так как я на них обзор не делал. Как раз расскажу, что в них добавили и что изменили. И также, наверное, буду уже делать дополнительные гайды. Основные гайды, наверное, выходить не будут. Может быть, только выйдут, если какие-то новые предметы добавят. Как сказать? Хотя нет, наверное, еще основной гайд как сказать, выпущу когда-нибудь. Покажу, как делать обваливающиеся платформы. Так, где они тут? Так. Ой. Так, Ctrl-Z. Тут где-то обваливающиеся платформы есть. Вот такие платформы расскажу, как делать. И все, скорее всего. А так я буду уже делать дополнительные гайды. Наверное, покажу, как сделать батника Чоппера, как я делал в тестовом уровне его. Ну и получается все. Ну а на этом всем удачи, всем пока.